Пространство 3D и новый мир активно разделяются. Время сжимается, и внутри просыпается источник. Это обусловлено переходом пробудившихся людей с одних вибраций на другие. Матричные сценарии работают как круговорот, повторяя одно и то же. Кто-то уже начинает понимать, осознавать другую сторону себя и имеют возможность управлять своей жизнью, судьбой и всем тем, что в ней происходит. Старые сценарии работают там, для кого они написаны. Но человек, у которого есть душа, и кто осознал свое право на свободу воли, автоматически выходит в свободное плавание, освобождая себя от прописанных кем-то программ, иллюзий и методов управления сознанием. Выход из прежних парадигм не всегда легкий и приятный. Часто разрушается зона комфорта, и человеку требуются уже совсем иные условия для дальнейшего развития. Уходит то, что должно уйти. Это может касаться работы, отношений с близкими, друзьями, знакомыми, места жительства и так далее. Но помните, что если уходит одно, то обязательно придет что-то другое, более лучшее. Часто таким образом человека выводят на другой уровень мышления, восприятия и созидания своей жизни, своей реальности. Потому что физическое и духовное очень связанные вещи между собой. Может отключать от людей, общества, нарастать чувство одиночества, проявиться желание побыть одному и просто наблюдать. Разобраться в своих истинных желаниях, целях и способах создать это, сделав первые шаги в виде жизненного анализа. Пойти в самого себя и свою суть, свою душу, чтобы действительно осознать истину, где иллюзия счастья, а где оно на самом деле, с тотальным принятием и ответственностью за свою душу и жизнь. Качество реальности и эффективности достигается трудом, причем сбалансированно, от разума, души и тела. Всем людям сейчас загружают новые коды от Создателя, информационные пакеты, энергия для движения вперед и познания себя. Многим дается шанс выйти из матрицы, отключиться от нее и по-настоящему очувствовать жизнь. Создатель не разделяет нас на достоин или недостоин. Подобные понятия присутствуют только в дуальном мире нашего восприятия, нашего ума. Поток передается в определенные периоды всем душам, коды и настройки. Эти загрузки дают возможность настроиться полностью со своим высшим «я», с источником внутри, с новым пространством реальности, которое все больше и больше начинает пройти эти этапы очищения, преобразования тоже придется многим. Мир 3D сжимается. По законам Вселенной его время заканчивается. Точнее, даже оно уже закончено, и уже идет процесс перехода с одной мерности на другую. Многие из нас сейчас находятся одновременно в 3D и в 4D пространстве, плавно перепрыгивая между ними, даже иногда в течение дня. Когда день летит быстро, и вы даже ничего не успели, вроде бы только проснулись, и вот уже нужно опять ложиться спать, то это 3D реальность. Когда день идет в проживании, будто за 2, а то и за 3, вы успеваете многое, причем в спокойном темпе. Это уже четырехмерное восприятие мозга. Особенно, когда после пробуждения через какое-то время тянет закрыть глаза и перезагрузиться. Часто бывает, что переключение между 3D и 4D мерности происходит даже во время дня. Момент, когда вас резко посреди дня начинает грузить в сон, может означать, что вы переходите сейчас из одной мерности в другую. Нет стабильности проживания в одном пространстве. Мы завершаем свои дела одновременно, и опыт в старом, и постепенно также учимся жить в новом. Для тех, кто постоянно не может находиться в 4D пространстве из-за различных опытах и незаконченных ситуациях в старой мерности, такой опыт проживания в 4D
дается лишь временно, на какие-то периоды и постоянно возвращает назад. И по мере вашей собственной готовности полностью отключиться и перейти, вы будете полностью переведены в ту мерность, которой будете соответствовать на вашем вибрационном уровне. Стремление побыстрее закончить различные дела прошлого мира небезопасно и нелогично, так как резкое отключение может попросту выбить человека психологически и даже физически из тела. Когда вы себя перенагружаете различными практиками, духовными практиками, медитациями, различными погружениями, работой над тем, чтобы побольше и побыстрее закрыть долгов в этом пространстве, долгов прошлого, о которых вы сами знаете, то вы можете почувствовать в теле истощение. Необходимо все соблюдать в балансе и быть внимательным в первую очередь еще и к своему физическому состоянию. Каждый идет в своем темпе. Не спешите. Вы достигнете в любом случае своей цели. И помните, что сам путь перехода очень важен. Сам путь перехода – это ценный опыт для каждой души. С Творцом внутри себя, которому имя только любовь. И вся основа света состоит из этих энергий. Чистоты и безусловности всего и вся. И весь духовно-материальный путь проходит на самом деле только внутри вас, а снаружи лишь иллюстрация вашего внутреннего отражения.